А давайте-ка сегодня на такую интересную тему поговорим о том, как правильно просить у мужчины. Ведь, как выяснилось, для многих женщин это большая проблема. Многие женщины хотят, чтобы он сам предложил, чтобы он сам заметил, что я это хочу, что мне это нужно, чтобы он был инициатором этого разговора. И просить таким женщинам действительно сложно. Они чувствуют себя в момент, когда им якобы нужно попросить, унижающийся. А если он еще и откажет в этой просьбе, то женщина такая будет чувствовать себя ужасно низкой, как будто она пала ниже плинтуса, обращаясь к нему с просьбой. На самом деле дела обстоят следующим образом. Просить нужно уметь. Вообще нужно уметь просить у людей о помощи или о том, что ты хочешь, независимо от того, твой это мужчина или нет. И женщина, которую я описала, вероятно, вообще не умеет просить. И лучше всего начинать учиться это делать именно на своем мужчине. Потому что это, если мы говорим про взрослых людей, самый близкий человек, по сути. Обычно, если отношения хорошие, да, то самый близкий наш – это наш партнер, муж или жена. Что мешает женщинам просить с легкостью? Гордыня. Ведь человек, который не может попросить, стесняется, закрывается, боится почувствовать себя униженным. Значит, он изначально ставит себя выше. Это высокомерие здесь прослеживается. Да? Там может быть такая пленочка стеснения, но на самом деле за этим стоит гордыня. Гордыню полезно убирать. Благородство – это замечательно. А гордыня через высокомерие, через «я выше тебя», приди и сам предложи мне это, догадайся, прочитай меня, разгадай меня как сложный кроссворд. Это всегда, конечно, мешает вообще отношениям с людьми. На самом деле, также сегодня есть интересная тенденция. Девушкам, женщинам, многим не хватает женственности. И многие девчонки, женщины любят искать даже на ютубе видео на тему, как прокачать свою женственность, как стать более женственной. Так вот, девочки мои хорошие, одна из черт женственности – это уметь просить у своего мужчины мягко и нежно, как кошечка. Говорить ему: я хочу вот это платьишко хочу. Или мне нужна помощь, мне так тяжело это сделать, я не могу сама. А ты можешь, помоги мне, пожалуйста. И при этом, что останавливает часто, да, мы говорили с вами сейчас, страх, что откажут. Не бойтесь. Если человек отказывает, на самом деле он отказывает не именно вам, а он отказывает, потому что он не может или не хочет сделать. То есть научитесь видеть в этом отказе не отрицание вас, а отрицание того, что вы просили. То есть это отказ не лично вам, а отказ в том деле, в той просьбе, что вы просили. То есть учитесь не воспринимать отказ на свой счет. Воспринимайте этот отказ на счет того дела, что вы просили. Так будет легче. Это не отрицание лично вас. И если вам отказали в чем-то, это еще не значит, что вас полностью отодвинули. Это всего лишь означает, что вам отказали в одной просьбе, и не более того. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, если вам не хватило информации, смело задавайте внизу в комментариях вопросы. С радостью зайду их прочитаю, постараюсь всем ответить. Если еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, если досмотрели до конца. Пожалуйста, просите ваших мужчин, вообще просите людей. Это абсолютно нормально просить о чем-то. И не бойтесь отказов. До встречи в следующих видео.